Условия завершения активной фазы войны названы. Заявление с Банковой на фоне пустых систем «Патриот» в украинских полях кукурузы. Детали. Военный удар Путина по Германии, резкое заявление и ответ НАТО Москве, высадка десанта, атаки по Калининграду и всей России, зона смерти на границе с Беларусью, будет ли захват территорий? Массовые аресты в Москве, силовики стянуты к Красной площади и к Кремлю, финальный вердикт от власти. Россия направила ударные силы, масштабная переброска войск, флот поднят по тревоге. Доллары рекой, сколько стоит откупиться и подкупить, нардеп из президентской партии озвучил прайс. Тайная роль супруги Зеленского, атака на главкома ВСУ. Трампу поставлен ультиматум, армии приказали капитулировать. Потеря населенного пункта, военные массово сдаются в плен и новые правила для украинцев в Германии. Эти и другие темы в выпуске. Друзья, всем привет! Это «Время Прядку», 18 августа на календаре. Хочу, как и прежде, сказать спасибо всем, кто ежедневно со мной и всем, кто недавно присоединился. Спасибо и за просто колоссальную поддержку под предыдущим выпуском. Очень радует, что тех, кто жаждет крови и призывает к расправам по национальному признаку, в комментариях практически не осталось. Возможно, им отключили интернет. Давайте начнем. Бандеролью по Молдове. Российская малогабаритная крылатая ракета нарушила воздушное пространство соседней с Украиной страны. О прорыве границы заявили воздушные силы во второй половине дня 17 августа во время массированных ударов по Одесской области. Ракета пересекла границу в направлении Республики Молдова. Говорится в коротком сообщении. Меньше чем через час Кишинев заявил о масштабном взрыве и пожаре. Были подняты экстренные службы. Закрыто воздушное пространство страны в центральном секторе. Минобороны Молдовы в своем заявлении называют то, что влетело, воздушным объектом, который в итоге ударил по кукурузному полю. Цитирую. Согласно предварительным данным, объект исчез с систем мониторинга в районе населенного пункта Талмаза, Штефан-Водский район. В то же время Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД сообщает, что за пределами населенного пункта Талмаза, примерно в 3 километрах от него, был зафиксирован взрыв. В результате произошло возгорание растительности. В украинских полях с кукурузой тем временем простаивают системы «Патриот». Украина впервые показала CNN, что происходит с известной системой ПВО, которая заточена в том числе и под российскую баллистику. Ракеты-перехватчики закончились, а выстрелы из установок уже не проводились от 6 до 10 недель, говорится в материале. Журналисты называют демонстрацию пустых пусковых установок беспрецедентным шагом и знаком отчаяния, отмечая, что такое зрелище способно вселить страх в обычных украинцев. Для Украины это удар в спину от партнеров. В материале также звучит фраза «Это результат десятков звонков любым союзникам из самых разных сделок». Конец цитаты. При этом, отмечу, накануне у Зеленского назвали условия завершения активной фазы войны, заключение воздушного перемирия между Москвой и Киевом и станет главным сигналом, уверяет советник офиса Михаил Подоляк. Финальные удары, массовые аресты в Москве. Силовики выведены на улицы. Яблоко полностью выбили из предвыборной гонки. Верховный суд РФ отклонил апелляцию партии «Яблоко», окончательно утвердив ее отстранение от сентябрьских выборов в Госдуму. Поводом стал иск другой партии «Родина», которая обвинила «Яблоко» в нарушении авторских прав, в агитации и получении иностранного финансирования. Однако лидер партии «Яблоко» Рыбаков говорит, что Кремль убрал эту партию из-за антивоенной позиции. Цитирую. «Сняли с выборов за то, что мы за мир и за свободу, а те, кто нас снимает с выборов, за противоположное политическое направление». Но главного мы уже достигли, что во всем мире знают, как много людей в России хочет мира, хочет нормально жить и растить детей под мирным небом в своей стране, в России. В центр были выведены силовики. До Кремля и Красной площади от здания Верховного суда рукой подать. Силовики устроили аресты. Более 90 человек были отправлены в автозаки. Но уже спустя несколько часов тех, кто пришел поддержать антивоенную партию и был задержан, отпустили без составления протоколов. Об этом сообщил глава московского «Яблока» Кирилл Гончаров.
Удар для авиации ВВС Франции, перекрыта региональная трасса, произошла экстренная посадка самолета и взрыв. Власти временно остановили движение поездов рядом с местом ЧП. В военно-воздушных и космических силах Франции заявили, что инцидент произошел накануне на юге страны. Во время учебного полета легкий одномоторный самолет подал сигнал СОС. По неизвестной причине судно летело на предельно низкой высоте, всего в 50 метрах от крыш жилых домов, после чего прогремел мощный взрыв. Пилоты успели увести падающую машину от жилого сектора, предотвратив жертвы среди населения. Оба военнослужащих получили легкие травмы. Причины аварии устанавливает Бюро по расследованию происшествий в сфере государственной авиабезопасности. Доллары рекой. Военкоматы в Украине нужно не реформировать, а ликвидировать. Об этом в интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко» заявил нардеп от президентской партии «Слуга народа» Александр Качура. Парламентарий уверяет, что система ТЦК, а так в Украине называются военкоматы, погрязла в коррупции и превратилась в многомиллионный бизнес. В военкоматах, говорит Качура, мобилизованных украинцев содержат хуже, чем в СИЗО. У людей отбирают телефоны, избивают и за пару часов штампуют справки «пригоден к службе». В качестве альтернативы ТЦК Качура предложил модель рекрутинга 3-й штурмовой бригады ВСУ с социальными гарантиями для семей военных. При этом Качура озвучил тарифы, которые сейчас работают в украинских военкоматах для мобилизованных, чтобы откупиться от службы, и военных, которые хотят обогатиться. Сколько стоит выйти из ТЦК? 10-15 тысяч долларов в зависимости от района, в зависимости от региона. А для того, чтобы получить должность руководителя районного ТЦК, нужно заплатить 50 тысяч долларов. За областного руководителя такса 150 тысяч. Елена Зеленская влияет на кадровые решения Офиса президента. Первая леди Украины может блокировать отдельные политические инициативы и кадровые решения, а также поддерживать чиновников, которые ей импонируют, утверждают источники издания РБК «Украина» в окружении Зеленского. По данным издания, с ее поддержкой связывают в частности длительное пребывание на посту министра образования Аксена Лисового. Его увольнение состоялось лишь во время полной перезагрузки правительства. Источники также приводят пример Николая Калашника. За несколько лет он прошел путь от главы районной администрации до руководителя Киевской обладминистрации, а месяц назад занял министерское кресло в правительстве. При этом собеседники издания подчеркивают, собственной политической игры Зеленская не ведет. Один из источников заявил, что за 7 лет не видел с ее стороны, далее цитата, «интриг или муток», а ее роль скорее заключается в том, чтобы балансировать президента. Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею вполне. У нее, скажем так, золотое право вето, сказал РБК «Украина» собеседник в окружении Зеленского. Атака на главкома ВСУ. Генерал Драпатый заявил, что он стал мишенью для удара со стороны России. Но речь об информационном ударе сразу после назначения на должность главкома. Драпатый уверяет, что его атакует сеть ботов. На днях в сети появилось фейковое заявление супруги Драпатова о якобы внутреннем сопротивлении реформам главнокомандующего, давлении со стороны окружения его предшественника Сырского, а также возможной досрочной отставки генерала. В Киеве назвали эти материалы дезинформацией и манипуляцией. Отдельно подчеркиваю, члены моей семьи не делают публичных заявлений, не дают официальных комментариев и не уполномочивали никого говорить от их имени. Любые высказывания или позиции, которые им приписывают, не соответствуют действительности. Тем временем Зеленский подписал часть кадровых предложений Драпатова. Только вчера я рассказывал, что месяц на Банковой на это не реагировали. С подачи нового главкома Зеленский назначил Юрия Погребнова новым командующим силами логистики ВСУ. Одновременно отдельным указом он уволил с этой должности генерала Карпенко, которого связывают с бывшим главкомом ВСУ Сырским. При этом Зеленский заявил, что согласовал первую часть кадровых решений, которые обсуждал с Драпатым. Кадровые перестановки в армии продолжатся. Потеря населенного пункта. Военные массово сдаются в плен. Украина заявила об освобождении населенного пункта на Александровском направлении. Речь об Андреевке Клевцово. Советское название «Искра».
ССО Украины публикует кадры сдачи в плен российских военных, а также описывает, что это часть наземной операции – продвижение спецназовцев, захват позиций и восстановление контроля над территорией. Заявляется, что как минимум 30 человек сложили оружие, а те, кто отказался это делать, были уничтожены, пишут ССО, цитирую. После освобождения населенного пункта спецназовцы провели местный обряд изгнания гадюк. Это традиционный мужской обряд, внесенный в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Его цель – очистить жилище от злых духов, бед и всевозможных напастей, которые в народе называют гадюками. На этот раз очистили от настоящих гадюк. Россия же накануне заявила о взятии под свой контроль населенного пункта Новосолошино в Запорожской области. В коротком сообщении говорится, что это сделали подразделения группировки войск «Восток». На опубликованном видео кадры работы российских беспилотников. Напомню, на прошлой неделе Зеленский заявил, что в этом году ВСУ освободили 26 населенных пунктов на том же Александровском направлении. В его сообщении говорилось о 745 квадратных километрах территории, которая перешла под украинский флаг. В то же время Американский институт изучения войны приводит более осторожную оценку – в 626 квадратных километров. Россия потерю позиций не обсуждала. Путин направил новые ударные силы, на этот раз под прицелом Москвы Балтика. Россия перебросила туда один из своих самых современных фрегатов – адмирал Касатонов. Всего несколькими днями ранее в регион вошел еще один российский боевой корабль – эсминец «Адмирал Левченко», а происходит все это на фоне недавнего обращения Путина к Западу. Тогда он назвал западные проверки судов теневого флота пиратством и грабежом и пообещал ответить зеркальными мерами. Эксперт по морской безопасности Морец Браке в интервью Bild предупреждает: считать заявления Кремля пустыми словами опасно. Россия пытается запугать Европу и сделать борьбу с теневым флотом слишком дорогой, уверен этот эксперт. Фрегат, введенный в эксплуатацию только в 2020 году, относится к классу «Адмирал Горшков» и, согласно российским данным, способен применять крылатые ракеты «Калибр» и «Циркон». В последнее время корабль использовался для обеспечения безопасности и сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и проливе Ла-Манш. Путин готов к прямому военному удару по Германии. Об этом заявил бывший глава ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта. Он считает, что Кремль планомерно тестирует оборону НАТО и уже готов к прямым военным операциям на территории Германии. Главная цель на сейчас – проверка, сработает ли на деле 5-я статья Альянса о коллективной защите. Экс-глава американской разведки подчеркнул, что российское руководство реагирует исключительно на слабость и пытается найти новые фронты для эскалации из-за разногласий между США и европейскими союзниками. Процитирую. Путин реагирует на слабости. Если он почувствует ее у НАТО и США, то продолжит провоцировать и наносить удары, предупреждает Панетта. По его словам, Западу необходимо установить четкие красные линии. На фоне появления таких материалов немецкая пресса пишет и следующее, цитата: «Если Путин нападет, НАТО ответит с помощью этих 3 стратегий». Германия, страны Балтии и в целом Альянс готовы к войне, говорится в материале. Итак, первая стратегия на случай наступления России, пишет издание. Подавить российские ракетные силы. Авиация, ракеты и беспилотники должны уничтожать системы, с которых ведется обстрел. Среди главных и первых целей – Калининград с его крупной концентрацией ПВО и ракетных комплексов. Вторая стадия – создать на границах России и Беларуси огромную автономную зону смерти. Вместо солдат НАТО там должны воевать дроны и беспилотные боевые машины. Третья – это удары НАТО по территории России. Спецназ НАТО должен выводить из строя аэродромы, военные заводы, мосты и железные дороги, а беспилотники и роботы планируется перебрасывать туда по специальному воздушному мосту, чтобы сорвать снабжение и новые волны наступления российских солдат. Будет ли высадка спецназа, не уточняется. Далее также, цитирую. В своей концепции Альянс подчеркивает, что не намерен завоевывать Россию. Вместо этого задача заключается в том, чтобы отбросить российские наступающие войска обратно к государственной границе. Примечательно другое. Военные НАТО не хотят, чтобы эти планы оставались секретными. Наоборот, с их точки зрения, сдерживание работает только в том случае, если противник, то есть Путин и его войска, заранее знает, что именно его ждет в случае нападения на государство-члена НАТО.
Отмечу, что 17 августа вышло несколько очень похожих материалов. Страны-члены НАТО заявили о подготовке к большой войне. Польша открыто заговорила о масштабном конфликте. Замминистра обороны Цезарий Томчик сказал, процитирую: «Мы готовимся к войне, рассчитывая, что она никогда не начнется». Варшава заявляет, что в ближайшие месяцы возможна провокация России. При этом Польша не считает Москву сейчас готовой к прямому столкновению с Альянсом. Сегодня путинская Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграла бы такую войну. Тем более мы видим, что Украина остановила Россию. А что тогда говорить обо всем потенциале Альянса? Мы должны осознавать собственную силу, использовать ее, наводить порядок в ситуации, поддерживать Украину и держать Россию как можно дальше от нас. Напомню, ранее Путин отвергал заявление Запада о возможной большой войне и называл это ложью и бредом, уверяя, что для Москвы нет никакого резона идти против Альянса. Удар по войскам США. Отчет пошел. Трампу поставлен ультиматум. Иран дал Вашингтону несколько недель на выполнение условий мирной сделки. Высокопоставленный иранский чиновник заявил Рейтер, что в случае провала дипломатии Тегеран готов перейти от обороны к наступательным действиям. По его словам, Иран может резко усилить напряженность в Ормузском проливе и за его пределами, а затем нанести своевременный и точный военный удар, чтобы прорвать американскую военную морскую блокаду. Тегеран также заявляет, что не откроет Ормузский пролив, пока США не вернутся к соглашению. Тем временем Трамп в комментарии Fox News заявляет, Иран и его войска должны капитулировать. В Белом доме настроены додавить Тегеран. По словам Трампа, экономическая морская блокада уже истощает исламское государство. При этом президент США предупреждает еще и Оман. Если Маскат, это столица Омана, попробует помешать американской блокаде или встанет на пути США в Ормузском проливе, Вашингтон, далее цитата Трампа, разнесет их к чертям. Напомню, Иран и Оман обсуждают возможность установления совместного контроля над судоходством в проливе, а накануне истек 60-дневный срок для заключения детального мирного соглашения между Тегераном и США. И напоследок новые правила для украинцев в Германии. С сегодняшнего дня граждане Украины могут обменять водительские удостоверения международного образца на немецкие без теоретического и практического экзаменов. Об этом говорится в постановлении правительства ФРГ. Новые правила охватывают почти все категории прав, за исключением В1 и Т. Чтобы обменять документ, нужно обратиться в местное ведомство по выдаче водительских прав. Там проверят подлинность удостоверения, а раньше для получения немецких прав украинцам требовались обучение и 2 экзамена. Вся процедура стоила 2-3 тысячи евро. Друзья, спасибо вам большое за поддержку, мне будет приятно, если оставите лайк, свой комментарий, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на канале Время Клетко. До встречи!